Меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду вам рассказывать вот об этом планшете. Это Vivo iQOO Pad, притом первый, то есть iQOOшки до этого планшеты не делали. Он огромный, у него очень много интересных функций, у него интересный процессор, потому что все, когда слышат Mediatek, Dimensity, 9200, все бегут и такие, вот что они интересного сделали, не на Qualcomm. У него довольно неплохая яркость, 500 люксов он спокойно выдает, у него неплохая автономность. В Твиче я сейчас его гонял, в среднем 24-25% в час он показывает, можете посмотреть на канале. Насчет герцовки, грани и всего остального, разумеется, вы узнаете в ролике. Девайс достойный, разумеется, по поводу покупки. Вот у меня специально в руке два моих айпада. Почему? Потому что к покупке планшета рекомендовать очень сложно, их не особо любят. То есть, если вы это дело покупаете, вы покупаете его надолго. Чтобы производитель вас мог заставить его потом купить какой-то новый, это что-то должно произойти. Здесь запас такой, что можно его так же, как iPad какой-нибудь, гонять лет 5-10, наверное, даже 10. Почему? Потому что если вы не собираетесь играть в планшет, то, что предлагает современное железо, не только касается этого планшета, и OnePlus у меня был на канале, и то же самое Oppo Pad 2, это тот же самый OnePlus Pad. Все они позволяют думать, что эту штуку можно использовать очень-очень долго. Но у этих штуковин, к сожалению, также много минусов. Да, под него уже продают чехол с клавиатурой родной под iQOO. Да, у него есть стилус родной тоже от iQOO. У него есть мультизадачность. Быстрая зарядка, которая по мне не особо быстрой является, но все равно. Неплохие камеры, что основная, что фронталка, но топовыми их тоже не назвать. И это не OLED, это IPS. Но в долларах он не особо и дорогой. Ну, в рублях, конечно, любая техника сейчас вызывает оторопь по поводу ценника. Не будем о грустном. Сегодня, кстати, будет стрим, посвященный 100 миллионам просмотров на канале. Спасибо вам, что меня смотрите. И, разумеется, я расскажу вам, как выиграть Honor Magic 5 Ultimate, который я буду разыгрывать в связи с этим событием. Такое на канале первый раз и никогда не повторится 100 миллионов. Это дело вам, я думаю, понравится, во всяком случае, смотреть. Рассматривать ли к покупке или нет, решите сами. В конце расскажу, что я о нем думаю и какие у него минусы. Перейдем к распаковке. Поставляется данный планшет в упаковке из плотного картона с названием и краткими характеристиками модели. Упаковано все неплохо. В комплекте мы имеем сам планшет, краткое руководство, кабель питания с USB-A на Type-C и блок питания. У меня на руках китайская версия планшета. В стоке доступны только китайский и английский язык, что удивительно, потому что обычно у iQOO есть русский язык, как в принципе у всех девайсов BBK. У меня вообще на руках впервые, наверное, девайс от BBK без русского языка. При том, как я знаю, на глобальный рынок его еще пока не планируют поставлять. Габариты планшета 266 на 191 на 7 мм, весит он 585 граммов. Летим дальше. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого еще Honor Magic 5 Ultimate будет разыгрываться на стриме. Можете в описании на этот стрим ссылку увидеть. Есть условия. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к планшету. Полетели. Приобрести данный девайс можно только в серой расцветке. Дизайн планшета стандартный, выглядит он хорошо. Корпус матовый, выполнен он из алюминиевого сплава. Сборка качественная, как и материалы, но марки он. Грани прямые, в руках держать планшет удобно. Печатать в вертикальном положении планшета можно, но не всегда удобно, он большой. В корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, система из 6 стереодинамиков. Список аудиокодеков вы видите на экране. Основные также на борту. Вибромоторчика нет, это лютый фейл, еще больше фейл, что нет мини-джека, ну и мини-неудача, что нет ИК-порта. Также есть магнитный коннектор для оригинального стилуса и коннекторы для чехла клавиатуры. Эти штуки я не покупал, но чехол под него брать однозначно нужно. Я не знаю, как я его не выронил во время подсъема. Скользкий. Притом отмечу, в стоке у него тоже нет защитной пленки, как у большинства планшетов А-брендов, которые я тестировал. iQOO Pad оснащен IPS дисплеем на 12,1
1,1 дюйма. Разумеется, у IPS-дисплеев нет шима. Но за эти деньги, кроме IPS, ничего и не бывает. OLED идут за другие циферки. Если не считать ленововского старенького Pad Pro, который был на канале, посмотрите. Там все дешево, но железо старое. С разрешением здесь 2800 на 1800 пикселей, экран покрыт стеклом 2,5D, рамки у экрана небольшие. Соотношение сторон 7 к 5, очень странное. Контрастность 1400 к 1. Имеется поддержка HDR10, Dolby Vision, Zero Engine, цветовой охват 100% DCI-P3, плотность пикселей 275 ppi. Яркость 600 нит, при прямом попадании света на экран яркости не хватает, но в помещении яркости более чем достаточно. Автояркость работает корректно и быстро. Частота обновления экрана максимум 144 Гц с автоматическим режимом. Тест на частоту дискретизации касания ничего хорошего вообще не показал. Мультитач мне почему-то упорно 10 касаний тоже не показывает, что очень даже плохо. Многозадачность на борту, можно разделять экран или открывать плавающее окно. Можно делать клонирование приложений. В общем, интересных настроек много, но прям чего-то отличающего его от других планшетов я не нашел. Разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки, а также распознаванием лица. Сканера отпечатков пальцев нет, и это плохо. Но лиц можно добавить аж 5 штук, хотя, опять же, это такая себе защита. Лучше один пароль оставить. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9000+, с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор стандартный Mali G710, интерфейс Origin OS 3 на базе Android 13 версии. Оперативка LPDDR5 на 8 или 12 ГБ, хотя планировалось, что у них только на 12 будут планшеты. Внутренняя память UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии. Разговаривать по видеосвязи через мессенджеры довольно удобно, микрофоны отрабатывают отлично. Bluetooth версии 5.3, NFC не поддерживается, как и GPS, хотя в настройках есть он. Очень странные дела. Емкость аккумулятора 10 тысяч мАч, PC-марки устройство выдало почти 7 часов, iQ-Pad заряжался от родного адаптера питания с 0 до сотки, почему-то у меня 2,5 часа всегда, хотя по идее должен быстрее. Сколько он поедал в YouTube, как он проходил Twitch, посмотрите запись на лайв-канале теста в играх этого планшета. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест показал следующие цифры. 342 гипса минимум, максимально 434, в среднем 376 на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 1812, в мультикоре 4880. Что он показал в 3D-марке, вы видите на экране. Ничего супер фееричного, но и ничего плохого. В Antutu планшет практически всегда выбивал около 1 миллиона 100 тысяч баллов, у кого-то 1 миллион 200 тысяч, но там у них версии на 12 гигабайт. Storage-тест показал чуть больше 50 тысяч. Стресс-тест прошел он нехорошо. В тыльной части расположили основной сенсор, это по камерам, на 13 мегапикселей, притом это ультра-ширик. Датчик глубины 2 мегапикселя, LED-вспышка на борту, как и цифровая стабилизация. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Фронталка на 8 мегапикселей, максимальное разрешение съемки у нее 1080p 30 FPS. Функции есть какие-то по минимуму. Фотографии на фронтальный сенсор слегка мыльные по мне. С основного сенсора фото получаются неплохие, без пересветов, но не с лучшей цветопередачей. Видеосъемка с основного сенсора довольно плавная, но цифровая стабилизация сильно размывает картинку. Автофокус часто прыгает. Что мы еще хотим от ультраширика, да? Короткие примеры сейчас увидите. 1080p 30 FPS, фронталка, и вполне возможно вы куда-нибудь будете идти на пляж, допустим, и параллельно разговаривать или рассказывать что-то. Вот так она будет у вас отрабатывать при недостаточном освещении. Сразу увидите, как она будет отрабатывать в лифте. Вот так она будет отрабатывать в лифте. И самое главное для нас это звук. По большому счету картинки более чем достаточно. Можно делать иксы, можно фотографировать x2 максимум. Основная камера максимум 4К 30 FPS. И по большому счету здесь тоже вряд ли вы будете таким образом ее использовать, но почему нет? Почему не потестировать, скажем так? Я вам скажу, что я почти уронил этот планшет, когда его вертел над пропастью воржи, да? И хорошо, что он не улетел. Вы видите обзор, потому что подсъем я не успел сделать. Надо все время такие вещи делать из разряда топить, либо держать над чем-то, только когда уже все готово. Был у меня такой же опыт. И 1080p 60 FPS. Съемка с двух рук, как основная камера. Стараюсь снимать плавно. Насколько хорошо это получается, решать больше вам, чем мне. Но для движения, для картинки, мыльно. Ну а с другой стороны, разве вы будете использовать планшет для съемки? Очень сильно сомневаюсь. Хотя, почему бы нет, да? 1080p 60 FPS, съемка с двух рук.
день. Неплохо, нехорошо. Плохо, ладно. Плохая картинка. Во всяком случае, плохо я вижу. Есть еще усиление голоса, но, повторяюсь, вот сейчас я его включил, обычно с ним все работает еще хуже. Ну и дневная фронталка, то же самое, без усиления голоса в шлеме. С усилением голоса в шлеме. Достаточно, чтобы оценить. 4К 30 FPS, съемка с двух рук, закат, поэтому солнце, получается, бьет сейчас прямо в линзу. Если развернуться и уже смотреть не в закат, то, в принципе, даже видно, кто как бегает в спортзале при X5. X5 можно делать X6 максимум и, разумеется, назад. Можно включать вспышку и можно включать усиление голоса, но усиление голоса по мне работает, сейчас я его включил, не очень. Что же касается фронталки, 1080p 30 fps, можете поставить и себя снимать. Картинки для всяких конференций вполне хватит. Вот там позади меня солнце не бьет в линзу, а вот сейчас я развернусь, позади меня солнце. Вряд ли вы в помещении будете сидеть с солнцем, которое бьет как раз в сенсор. Но, в принципе, он справляется неплохо. Кто не согласен, кто согласен, 1080p 30 fps. Минусов море. Нет виброотклика, нет мини-джека, нет возможности расширить память, вставив microSD, нет GPS, хотя при таких размерах это такое себе. Стандартная версия USB порта и не особо такая прям высокая плотность пикселей, хотя экран довольно яркий. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Из концерна BBK у меня недавно еще был OnePlus-овский планшет, там была глобалка. Посмотрите, потому что это то же самое, что Oppo Pad 2, все-таки плюс-минус оболочки у них одинаковые, когда концерн Adidas тот же. iQOO, конечно, про игры, но это уже другая история. Минусов и правда море. Выход я пишу не на планшет, потому что камера у него все-таки ультраширик, и она печальная. Если говорить об этом устройстве с точки зрения минусов, дорого. Дорого и минусов слишком много. Первое, смотрите, здесь нет русского языка, это большой минус. Здесь нельзя расширить картой памяти память многих BBK-евских планшетов такая же штука, но у нас есть Xiaomi планшеты, у нас есть планшеты от Lenovo, пусть они там ужасно стоят дорого, если они глобалка, если китайская версия там с обновлениями беда, но все равно они есть, и они стоят дешево. У нас есть, помимо Huawei и Lenovo, Samsung, которые стоят очень дорого, но у них очень классные экраны. Но про Samsung я могу сказать так, что у меня два планшета от Samsung есть. И вроде бы они были неплохие буквально 3 года назад. Сейчас это просто тормознутое нечто, которое даже невозможно будет продать. Если говорить о планшетах в целом, повторяюсь, что нет мини-джека, медленная зарядка, несимметричный Type-C-шный вход, никому неизвестный бренд iQOO. Если у вас не телефон iQOO, то рассматривать его смысла, по мне, нет, этот планшет. Можете посмотреть, если вы любите BBK, как и я, на OnePlus Pad, там что-то ближе к народу. Здесь, при отсутствии русского языка и всех минусах, которые я перечислял, неважно, сколько он стоит, если у вас не айкушный смартфон, еще учитывая, что это Dimensity, довольно долгая зарядка, и даже учитывая, что он не нравится, я бы его не рекомендовал брать. Но вы сами решите для себя, что вам интересно. Надеюсь, что вам понравился подобный обзор. От вас лайк, комментарий, колокольчик. Я понимаю, что об этом никто рассказывать не будет, покупать не будет, потому что это дело не продать. Я это как-нибудь продам, но не в промышленных масштабах, а конкретно эту модель. Девайсу от меня однозначное да, несмотря на это. Добра и удачи вам, дорогие друзья.